Привет подписчикам и гостям канала Travel NRF. Меня зовут Алик. Я уже говорил, что в феврале этого года совершил небольшую поездку по Северному Кавказу. На канале уже выходило видео о столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик. Ну а погостив в этом прекрасном городе, мы направились в Северную Осетию, Аланию, с целью знакомства с ее природой. Забегая вперед, хочу сказать, что природа этого региона впечатлила меня очень сильно. Ничего более красивого я еще не видывал. А помимо этого, нашей целью было знакомство с историей Северного Кавказа. Перед тем, как начать, попрошу вас поддержать наш канал и подписаться на него. Большое спасибо. Ну что ж, выдвинулись мы из Нальчика с раннего утра. Погода, как видите, была пасмурная, видимость не шибко хорошая, но окружающая меня природа, несмотря на это, была не менее красиво, чем, например, в яркий солнечный день. Главная наша цель, вот сегодняшняя конечная точка, это пропитанная историей веков село Галиа, расположенное в горной Дигории. И, безусловно, в самой дороге по пути к этому месту нас будет ждать много интересного, и обо всем я вам расскажу. Кстати, расстояние до села 109 километров. В общем, будет на что посмотреть в пути. А мы добрались до первой значимой достопримечательности, которая обязательна для посещения на всех экскурсионных маршрутах. Это чертов мост через реку Урух. Предлагаю подойти к его обзорной площадке. Виды, которые открываются с моста на ущелье, просто потрясающие. Скажу честно, мне было очень страшно. Штаны у меня, конечно, не потяжелели, но руки немного тряслись, когда я снимал это видео. Далее мы поедем через этот стрёмненький тоннель. Его также можно обойти пешком с правой стороны. Но выбора у нас нет, поэтому выезжаем в тоннель и молимся, чтобы он не обрушился. Надо сказать, что Дигория – это, в общем-то, целая историко-географическая область, а также административный район и ущелье. Названо оно так по древнему осетинскому этникону. На востоке Дигория граничила с Алагирским обществом Северной Осетии. На западе – с Балкарией, с южной стороны ее соседом была Грузия, а с северной – Кабарда. В широком смысле Дигория состоит из Иравского и Дигорского района Северной Осетии. Сегодня я буду перемещаться по Иравскому району, на территории которого находится национальный парк Алания. Мы скоро окажемся на его территории. Историческая Дигория занимала ущелье вдоль реки Урух в западной части Осетии. Я уже пересекал эту реку до подъезда к парку. А также данная река тянется вдоль дороги к парку, а от него сворачивает направо, а мы поедем налево. Так что наши пути там разойдутся. Я сейчас о речке говорю. А следующая остановка – это скульптура одному из героев нардского эпоса по имени Уастырджи или Уазгерги. Этот богатырь является покровителем мужчин, путников и воинов. Описывается как небожитель и изображается седобородым мужчиной на белом коне, одетым в белую бурку. Едем дальше, посмотрите, какие виды кругом. У меня, честно сказать, чуть голова не оторвалась. Я и крутил вокруг, налево, направо и прямо, чтобы насладиться этой красотой. Не смог я проехать мимо скамейки и качелей с надписью «Дигория». Ну и, разумеется, раскачался на качелях, вспоминая свое детство. О, как я любил кататься на качелях, ну, как и любой ребенок. Жаль, я не могу одновременно держать камеру и раскачиваться. Тогда бы вы увидели, как по-своему это качель экстремально. Ну а виды, которые открываются с этого места, я, конечно, вам сейчас покажу. Едем дальше. Обратите внимание на то, что дорога здесь достаточно разнообразна. Есть асфальт, есть и гравийка. Но даже она неплохая. Если вы вдруг, как и я, ездили в Онегу, это Архангельская область, то знаете, что такое по-настоящему плохая гравийная дорога. А я как раз подъехал к границе национального парка Алания. Вообще-то за вход нужно заплатить 170 рублей, но в тот день на кассе никого не было, и мы
заехали на его территорию бесплатно. В этом месте вы, кстати, найдете магазины и кафе, но они также в тот день были закрыты. Здесь мы видим перекресток. Одна дорога следует в Голиат, куда мы направляемся, другая же вдоль реки Урух в сторону водопадов Три Сестры и других не менее интересных достопримечательностей Дегории. У нас, к сожалению, на все времени не хватало. А мы едем дальше. Дорога здесь уже будет гораздо хуже, но ехать все-таки можно, не опасаясь застрять или повредить подвеску автомобиля. Хотя, конечно, хорошо бы, чтобы у вашего авто был полный привод, но это не совсем обязательно. Дорога вполне терпима, где-то заснежена, где-то даже сухая. Вообще вы в этом месте часто будете встречать такое разнообразие. Вроде кругом сугробы, а проехав совсем немного, как будто наступает весна. Едем мы, кстати, вдоль реки Айгамуга. Река хоть и узкая, но протяженная, 22 километра. Мы сейчас находимся в селе Махческ. Из достопримечательностей здесь можно увидеть башню Абиславых. Вообще на Кавказе много подобных башен. И вначале ты обращаешь внимание на каждую, а потом просто привыкаешь к ним. Здесь больше внимания я уделил святилищу покровительницы Гумирхан. В него можно зайти. Внутри находится стол, табуретки и ящик для пожертвований. Ну и, разумеется, можно просто постоять и снова полюбоваться видами. Просто потрясающе, что в одной стороне ты видишь одни горные массивы, а стоит повернуться, они будут уже другими. Как раз эта особенность местного рельефа меня впечатлило больше всего. А пока я стоял и таращился по сторонам, нас заметил старый ослик, гуляющий по горам. Я сначала подумал, что он убегает от нас, а на самом деле он нас заметил еще с горы и наоборот спешил к нам попросить угощения. Не зря он, кстати, торопился, у нас был вкусный хлеб, и Наталья угостила этого бедолагу. Привет. Все, нету ничего больше. Да, уже на выезде из Махческа мы остановились у смотровой площадки. Бинокль здесь, кстати, бесплатный. Поэтому пользуйтесь и наслаждайтесь видами. Дальше поехали по серпантину. Я первый раз оказался на неасфальтированном серпантине. И здесь нужно уже быть, конечно, более аккуратными. Покрытие дороги менялось часто. То снег, то лед, то просто песок и камень. Проехав всего 4 километра, мы подъезжаем к селу Фаснал. На его территории в первую очередь хотелось осмотреть склеповый комплекс. Но, к сожалению, сделать это нам не удалось. Возле него стоял бычок, как-то странно мычал на нас. Поэтому мы не осмелились к нему подойти. Я, честно сказать, вообще побаиваюсь крупнорогатый скот, особенно незнакомых мне быков. Но зато удалось осмотреть развалины старой обогатительной фабрики, построенной еще в 1893 году бельгийскими инвесторами. Говорят, в свое время эта фабрика была оснащена самым передовым оборудованием, электромеханическими установками, заменявшими ручной труд для дробления горной породы. Была гидроэлектростанция, даже телефонная связь. А крыша здания была стеклянной. После революции фабрику закрыли, а оборудование растащили. Так и стоит этот памятник на радость туристам. А такая вот обстановочка в селе. Как будто бы все вымерло. Ты опять выходишь на свет, мудила? Едем дальше. Снегу становится все больше. Да, в этом ущелье свой микроклимат. Доехали до следующего моста через реку Айгамуга, а тут оказалось вообще зима. В общем, проехав еще около 2 километров, натыкаемся на музыкальный инструмент. Не настоящий, разумеется. Это оказалась скрипка с непроизносимым названием. Не просите произнести, я его все равно не смогу. История этого музыкального инструмента насчитывает множество веков. Читал, что в наше время никто на нем не играет. Размер именно этого арт-объекта примерно в 3 человеческих роста. Слева от него можно увидеть каскадный водопад. Не очень высокий. В данный момент он вообще замерз.
Стекает он между двух скал по маленькому узкому ущелью. Добраться до верховья водопада довольно-таки сложно, поскольку камни, по которым он протекает, острые и скользкие. Но мы едем дальше и по дороге встречаем небольшую группу молодых и довольно ухоженных осликов. Часть из которых, завидев нас, бросилась к машине просить угощений, а другая часть вообще не обращала на нас никакого внимания. Вообще, честно сказать, я первый раз в жизни увидел осликов, поэтому впечатления у меня были незабываемые. Проехав еще около 2 километров по живописной местности, нами был замечен склеп. А если быть точнее, склеповый комплекс Дунта. Здесь на территории некрополя расположен единственный сохранившийся наземный склеп. Этот склеп башенный, ложно-сводчатый, со ступенчато-пирамидальным верхом. Квадратный в плане. Верх у него частично разрушен. Такие склепы на Кавказе стали появляться в 16 веке. Трупы людей захоранивали через отверстие, в которое я зачем-то заглянул, о чем потом жалел. Не знал, что я, оказывается, такой вот нежный стал. Поэтому прошу слабонервным отойти от экрана. Не знаю, как у других, у меня же от увиденного был легкий шок. Ну ладно, полюбуемся красивыми видами, успокоимся и поедем дальше. Следующая остановка не так далеко, это село Комунта, известное своей невероятной обзорной площадкой и качелями. Так что едем. На въезде нас встретила очень голодная кошечка, которая не отказалась даже от мучного. У нас, к сожалению, ничего мясного не было. В итоге это милое создание проводило нас на самый верх. Идти в подъем надо было 630 метров. Бедное животное зазря растрачивало свои калории. А затем вернулась с нами назад. Учитывая, что в селе я не встретил ни души, кошке кормиться, видимо, особо негде. Ну вот мы, я, Наталья и кошка наверху. Высота здесь, между прочим, только представьте, почти 2000 метров над уровнем моря. Так высоко я поднимался, и то на канатной дороге, только на Красной Поляне. И вот виды, какие же здесь виды. Тебе тут горы и со снегом, и без него. Короче, без комментариев, просто любуемся. Есть тут и качели, но мы покачались на них, конечно. Едем дальше. До Галиата по серпантину 3 километра. Он находится чуть ниже, чем Комунта, на высоте 1890 метров. Вот мы и подъезжаем. Сейчас припаркуемся и обойдем здесь все, а я вам расскажу об этом месте. Галиат в настоящее время фактически заброшенное село, где, согласно переписи населения, проведенной еще в 2010 году, здесь, посреди объектов культурного наследия федерального и регионального значения, проживает 18 человек. Всего 18. Сейчас такое ощущение, что здесь вообще никто не живет, хотя вот стоит неплохой дом. Оказывается, исторический Галиат ведет свою историю в течение 2000 лет. Дома здесь строились ярусами, и двор одного дома служил крышей для другого. В Галиате можно найти одни из самых высоких в Алании родовых башни семей Езеевых, Биуевых, Балаовых и Гадзаовых. Как выглядит типичная осетинская башня? Она, как правило, состоит из 4 этажей. Первый этаж отводится для скота, который, помимо прочего, давал еще и тепло. Следующие 2 этажа были жилыми, а 4-й этаж был оборонительным, где члены семьи поочередно несли вахту в неспокойные времена.
контролируя из бойниц подступы к башне. Голиат в период существования знаменитого Шелкового пути был довольно-таки богатым населенным пунктом. В нем находились крупные ремесленные мастерские. Археологи говорят, что уже в X веке в Голиате имелся водопровод и канализационная система. Вокруг Голиата располагается несколько культовых комплексов. Среди них выделяется святилище Афт-Дзуары, построенное в VI веке. В переводе с осетинского эти слова означают «семь божеств». Местные жители приходили в святилище, чтобы помолиться своим главным божествам. Время потихоньку двигалось к закату, поэтому посещение Задолеска, где находится достопримечательность музея Задолески Нана, оставили на следующий день. А если и вы, так же как и мы, решите здесь остаться, то тоже сможете оказаться в отеле вот с такими видами. Представьте, как приятно здесь просыпаться. Воду здесь, кстати, можно пить прямо из-под крана, она очень вкусная. А на следующий день очень потеплело, температура поднялась аж до 17 градусов. И это в феврале. Ну что ж, едем в Задолеск. Расположен этот населенный пункт на высоте 1300 метров и на расстоянии 100 километров от Владикавказа. Здесь находится одна из самых важных святынь Алании. Это священная пещера Задолески Нана. Это образ матери, спасительницы, собравшей вокруг себя осиротевших аланских детей. Согласно легенде, во время монгольского нашествия одна выжившая женщина бродила среди разоренных селений и отыскивала живых еще детей. Ей удалось спасти 16 человек. Эту женщину народ запомнил под именем Задолески Нана, что означает в переводе «мать из Задолеска». Женщина смогла увести детей высоко в горы и укрыла их в маленькой пещере вблизи села Задолеск. Кто скрывался под этим именем, сейчас неизвестно. Скорее всего, этот образ просто собирательный, который стал данью уважения аланским женщинам времен нашествия Тимура. Говорят исторические источники и народные предания, что монголы не просто порубили всех аланских воинов, они уничтожали целые поселения всех людей от мала до велика, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Эта пещера стала святым местом для каждого осетина. Со временем жители Задолеска построили дом-музей. К сожалению, мы не смогли в него попасть. Двери были закрыты, а вокруг мы не нашли ни одной души, но смогли набрать вкусной горной воды. Каждый год в третью субботу июля в Задолеске отмечают праздник, посвященный тем событиям. Это, кстати, женский праздник. Все молитвы направлены на счастье, благополучие семьи, также о счастливом будущем детей. Уважаемые зрители, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Да и напоследок хочу сказать, что компания Travel.NRF организует горнолыжные туры в Сочи, Архыз, Домбай, Эльбрус, а также авторские туры на Байкал, Дагестан, Армению, Грузию, винные туры по Краснодарскому краю, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черноморского побережья. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании. Посмотрите видео-анальчики. Всем удачи, пока!